Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях генеральный директор группы компании «Сантенс» Андрей Осипов. Добрый день. Очень приятно, добрый день и спасибо большое за приглашение. Также в студии Елена Калиновская, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Андрей, вот хотелось бы традиционно начать наш разговор с информации о вас, о вашей компании. Потому что естественным образом Сантенс, как логистического оператора, работающих с крупной, с большой фармой и с фармой вообще, много что известно на рынке. Но хотелось бы уточнить вот нынешнее состояние, нынешние приоритеты, нынешнюю стратегию и направление развития компании. Спасибо. Сантенс, я хотел бы это подчеркнуть, конечно, состоялся на рынке прежде всего как логистический оператор, специализированный логистический оператор. Мы не занимаемся ничем в логистике, кроме как фармой. Вот, и это привносит и приносит ряд определенных преимуществ, как мы считаем. Так вот, Сантенс состоялся, собственно, как бизнес в основном на сегменте предопт, который характерен как раз для фарминдустрии. То есть не во всех индустриях можно говорить о том, что такой сегмент в логистическом сервисе в принципе существует. Я думаю, что всем понятно, что это связано с тем, что есть специфические и очень серьезные требования регулятора, и не только регулятора, значит, и самих производителей к тому качеству обслуживания, которое требуется на этом сегменте. Сантенс сейчас это самый крупный оператор на этом сегменте в Российской Федерации. Через наши склады проходит очень существенная часть всего оборота и коммерческого, и госпитального сектора на самом входе в рынок. То есть зона нашей ответственности – это от входа в рынок, то есть от таможни, и заканчивая тем отпуском уже клиенту по указанию, как правило, производителя, который мы делаем в дальнейшем. Если проиллюстрировать немножко наши текущие приоритеты, они неизменны все последние годы. То есть это все-таки, еще раз, качество, качество и качество в обслуживании наших клиентов, коими являются на данный момент более 50 крупных производителей и импортеров фарминдустрии в России. Андрей, вы сейчас рассказали о том, что Сантенс является частью движения лекарств в России. И мы знаем все, что в начале 2020 года должна стартовать система маркировки лекарств. Очень громко звучат проблемы производителей о том, как им нужно внедрять оборудование, тестировать его, криптохвосты и так далее. Но не так часто говорят о проблемах, например, разнообразия ERP-систем, об уровне автоматизации производителей, а также отсутствие в системе необходимых данных, которые необходимо передавать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Насколько вот эти проблемы серьезные? Спасибо. Проблемы, связанные с настройкой линий, с обработкой, опять же, криптохвостов и самих кодов, да, это действительно существенные проблемы для производителя. Вот, но совершенно справедливо вы отметили, что существуют и проблемы на чисто логистическом звене, собственно, движения препаратов в розницу и до конечного потребителя. Да, это три рода проблем, то есть разнообразие учетных ERP-систем, это, значит, иногда недостаточный уровень их автоматизации, это, наконец, отсутствие некоторых данных, которые государственная система требует. Если говорить более подробно, мы, конечно, сталкиваемся в наших решениях, а у нас есть достаточно продвинутые решения, которые сопровождают нашу логистическую деятельность и помогают нашим клиентам правильно и своевременно отчитываться регулятору. Вот в предстоящей системе мониторинга движения лекарственных препаратов, предстоящей к введению с 1 января 2020 года. Значит, но если еще раз говорить о ERP-системах, то это, скорее всего, все-таки достаточно обычная
проблема для любого внедренца. Мы занимаемся внедрением, интеграцией постоянно наших ВМС-систем, и не только ВМС-систем, с учетными системами наших клиентов. И до некоторой степени общая проблематика здесь нам знакома. Она, конечно, специфична достаточно в этом случае, но тем не менее мы научились, мы уже годы живем с этой необходимостью, научились это делать. Низкая степень автоматизации и отсутствие некоторых данных – это связанные проблемы. Да, они действительно наблюдаются как вследствие недоработок самих клиентов, так и вследствие того, что система мониторинга, то есть сама инфосистема государственная, требует существенно больше, чем любой такой случай, даже в мировой практике. Есть очень важная вещь, из которой вытекают специфические уже особенности нашего российского варианта. Да? Любая трекинговая система в мире, она все-таки событийная, то есть фиксируются события, так или иначе происходящие с конкретной упаковкой, либо с конгломератом, с агрегированным статусом этих упаковок. Да? В нашем случае это не просто событийная модель, а это модель событийно-информационная. То есть практически каждый шаг, а точнее каждый шаг, в нашем случае обогащается еще данными дополнительными. И, как правило, это данные из учетных систем, из информационных систем значит, самого участника рынка, который подотчетен в этом случае. И вот это является самой серьезной сейчас, собственно, проблемой. И на решение вот этой проблемы и ориентированы наши специальные разработки, наши специальные программные обеспечения, которые мы предлагаем нашим клиентам. Мы разработали 3 типа программных решений, которые в той или иной степени решают конкретные задачи, а в целом закрывают весь необходимый комплекс по сопровождению этой отчетности. Значит, это достаточно тривиальное, простое решение, которое просто позволяет считывать этот код, да, то есть она умеет читать и понимать, что такое значит, вот этот двумерный data matrix код и какую информацию из него нужно извлекать. Значит, это, наконец, коробочное решение, которое мы называем Farm Connector. Это решение позволяет преобразовывать правильно эти данные и фактически уже подготавливать их и отправлять дальше в том виде, в котором требует, собственно, регулятор. Да. Но, к сожалению, этим все не ограничивается. Почему? Потому что если представить себе эту систему отчетности, значит, как простую последовательность вот этих сигналов событийного характера, как я уже сказал, это далеко не так. То есть эту информацию нужно еще обрабатывать и обогащать. А лучше еще анализировать на предмет того, чтобы она была последовательной, правильно последовательной и не противоречивой. И для этого у нас есть вот 3-е решение, облачное решение, мы его называем Check and Trace. И как раз вот это решение, значит, оно обогащает данные, беря их, взаимодействуя из учетных систем нашего клиента. Я могу привести простые примеры, которые вот иллюстрируют то, что у нас в России происходит далеко не так все, как во всем мире, да? И будет происходить с точки зрения отчетности не так, как это происходило до сего времени. Ну, например, простой факт ввода товара в оборот, приемки его на склад, значит, после таможенного, например, склада, подразумевает то, что эта информация должна быть уже обогащена тем, чего раньше не было. То есть это номер таможенной декларации, то есть это данные о сертификате, то есть это данные ценовые, данные об инвойсе, если товар идет из-за рубежа, значит, и данные, наконец, о том, как прошел процесс самой очистки, да, там, таможенной очистки.
То есть все это можно извлекать из учетных систем клиента. Раньше это было не обязательно, потому что товар вводился в оборот, и он ставился на учет, соответственно. Сейчас этого требует регулятор. Вот. И есть, опять же, два пути, как преодолевать эту проблему. То есть можно это делать, опять же, путем интеграции с учетной системой, извлекать эти данные и отсылать их потом. Но вот наш продукт, на основе его возможна реализация и по-другому. То есть сама эта умная шина, как мы ее называем, она не отошлет информацию, не проверив ее на полноту и, соответственно, не предложив субъекту, который отвечает, участнику, который отвечает за отсылку этих данных, предложит ему заполнить недостающую эту информацию для того, чтобы получить добро на дальнейшее движение этого товара. Ну, еще пример, он на самом деле характерен не только для импортеров, то есть значительно усложненной будет выглядеть информация, посылаемая в эту систему в случае уничтожения товара, самого факта уничтожения, либо отправления на уничтожение. Не обязательно на производстве, но на производстве тут зависит от того, в какой ситуации. То есть если товар уже получил код, помечен, то да, он сразу стал предметом трекинга, да, то есть я не совсем в курсе, что может происходить на производстве с товаром, который еще не прошел маркировку. То есть там тоже придется придавать значительно больше информации, чем просто сам факт того, что уничтожение подразумевается либо случилось. То есть придется отправлять информацию о контрагенте, который исполняет факт самого уничтожения. Да? То есть, возвращаясь к тому, о чем, собственно, в чем была суть вопроса, еще раз, это не просто передавать информацию о событиях, но передавать еще достаточно много сопутствующей информации, да? Включая ценовую информацию, включая данные о контрагенте, включая номера там, тех же самых таможенных деклараций и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы все это умеем делать, и не просто умеем, у нас на данный момент полностью завершен цикл, собственно, обработки, испытания, внедрения на примере одного уважаемого клиента, и мы абсолютно все события обогащенные успешно передаем и получаем от системы добро для дальнейших движений. Андрей, а вот если говорить о конкретике, вот о примерах, насколько я понимаю, сейчас одна из основных в пилотных вариантах причин отказа системы регистрировать то или иное событие – это как раз нарушение регистрации последовательности действий с той или иной упаковкой в инфосистеме МДЛП. И вот те решения, что вы сейчас перечислили, они помогают отслеживать вот эту последовательность? Или какое-то еще дополнительное требуется программное обеспечение, чтобы вот, наконец, избавиться от этих детских болезней рождающейся системы мониторинга за маркированными лекарственными препаратами? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, чуть ли не, наверное, самый важный, ключевой и объемный. Почему? Потому что представьте себе, что такое деятельность современного склада. Да? То есть это сотни и тысячи операций, которые идут одновременно. Вот. И представьте себе, что было бы, если бы мы соблюдали строгую, требуемую системой мониторинга последовательность. Да? Учитывая то, что время на самом деле по отсылке сигнала, обработке и получению обратно добра на следующий шаг может занимать до 2 минут. То есть это означает, что каждый факт, даже простой факт там, изъятия упаковки, перекладки в другую транспортную упаковку или в контейнер, как это называется, на это уходило бы крайне много времени. И, соответственно, если мы сегодня захотим отгрузить достаточно простую миксовую
значит, отгрузку в адрес того или иного клиента, у нас нет гарантии, что мы сегодня можем ее закончить. Потому что это состоит из, возможно, там, десятков и сотен подобных операций. Поэтому важно научиться обрабатывать это все потоково. И что самое важное, здесь есть, получается, что мы работаем не с одним клиентом в один момент времени, а с несколькими. Значит, важно еще вот этот асинхронный по своей природе поток уметь преобразовывать в правильную синхронную последовательность, соответственно, общения с системой мониторинга. И вот тот продукт, о котором я упомянул, Check, Track and Trace, он умеет это делать. То есть он, по большому счету, выстраивает правильные технические и бизнесовые по смыслу последовательности, да, и, соответственно, взаимодействует с системой, зная историю, понимая, что следующий шаг должен быть именно таким, и получая добро на этот шаг. При этом склад действует, естественно, в обычной своей последовательности, да, то есть он не замечает того, что идет этот процесс общения с системой мониторинга. Вот. Это достаточно важно. То есть у нас есть в разработке этого продукта лидер, и вот он приводил несколько раз очень яркую образную иллюстрацию из обычной жизни, вот того, как это все происходит внутри. Да? Вот представьте себе, например, представьте себе аэропорт, да? И представьте себе, что есть, значит, пункты пограничного контроля. И есть задача пропускать через эти пункты, ну, естественно, как можно больше пассажиров там, в единицу времени. Да? То есть вот на самом деле, что бы было, если бы все это катилось абсолютно неструктурированно и асинхронно, да? Представьте себе. То есть на самом деле, если задуматься, там система уже настроена в определенном степени для того, чтобы правильно структурировать эти потоки и в правильной последовательности их направить. Да? То есть если вы прилетаете в аэропорт в Европе, как правило, вы увидите, что есть, по крайней мере, два гейта. Да? Один гейт для своих, другой гейт для всех остальных. Да? То есть, а мы здесь идем еще дальше. То есть мы вот в этой очереди анализируем, на самом деле, кто с детьми, кого нужно пустить там, в первую очередь, кто на самом деле может иметь проблемы при прохождении пограничного контроля и кого на самом деле поставить так, чтобы не помешать эффективности общего потока и так далее, и так далее. Еще раз, асинхронный характер в принципе, значит, сама наша шина структурирует, правильно организовывает для того, чтобы не было проблем во взаимодействии, то есть в пропускной способности всего складов. Бизнес-класс у вас есть там? Бизнес-класс, не думал, хорошую аналогию надо привязать, попробовать привязать к этому, да. Но, скорее всего, нет, потому что требования регулятора, они одинаковы ко всем. Андрей, на сегодняшний момент, как говорится РПТ, меньше всего готов фарм-ритейл к маркировке. При этом они используют горизонтальную логистику, чтобы не накапливать дефектуру. Могут ли возникнуть проблемы при внутренней логистике? Если коротко, и да, и нет. То есть, на самом деле, да, чисто формально, конечно, получается, что фарм-ритейл в самой меньшей степени сейчас готов к запуску этой системы. С другой стороны, я бы не драматизировал ситуацию, потому что случаи с розницей и в силу того, что существует, значит, вариант, который уже давно разработан регулятором и называется обратный акцепт. И в силу того, что по сути, в общем, если говорить, основные операции, которые падают на розницу, это приемка и фактически отпуск конечному потребителю. Чуть позже мы поговорим о других, вот, но на самом деле все равно две ключевые операции. Да? То есть вот с этой точки зрения ситуация может быть с нуля до определенного нормального статуса пройдена любым аптечным учреждением за несколько месяцев, за 3-4 месяца, значит, если к этому отнестись серьезно.
С другой стороны, в общем-то, не стоит и недооценивать возможных проблем, почивать на лаврах, да, и ждать как раз вот этих 3-4 месяцев. Дело в том, что как раз при горизонтальном перемещении товара могут возникнуть определенные проблемы, связанные с тем, что аптечное учреждение имеет розничную лицензию. А фактически, и если мы ведем речь, например, об аптечной сети, да, то в случае частом на данный момент, когда это несколько юридических лиц, а иногда каждая аптечная точка — это юридическое лицо, то есть здесь возникает проблема. Прям вот такая прям лобовая проблема, потому что аптека может отпускать товар только конечному потребителю. Здесь получается, что горизонтальное перемещение формально невозможно. То есть это придется делать все через оптовое звено. То есть если у аптечной сети есть собственный распределительный центр, то, как правило, как участник рынка оформленный как дистрибьютор, да, значит, либо через, опять же, логистического оператора, либо сети придется делать этот уровень однородным, то есть реально все-таки заводить это все под одно юридическое лицо, и тогда в рамках одного юридического лица это носит очень простой, безболезненный характер. Да? Значит, теоретически, конечно, на уровне розницы возможны и другие проблемы. Нам кажется, что это не безосновательно, особенно на первые периоды. Все-таки, опять же, из-за того, что это вот вариант обратного акцепта, то есть аптека получает товар, считывает конкретный код, и для того, чтобы принять его на баланс, взять на учет, то есть на самом деле система должна подтвердить, что все, что делалось с этой упаковкой до текущего момента, было сделано абсолютно в соответствии с теми требованиями, которые регулятор сейчас вот в этой системе представил. Да? Это не всегда гарантированно будет. Значит, реально здесь работает, опять же, простой common sense, здравый смысл. То есть чем больше будет вот этих вот фактически циклов трансформации и преобразования товара, тем больше вероятность того, что что-то, возможно, окажется не так. Вот. И не только из-за этого, но в принципе из-за самой новизны ситуации мы ожидаем, что в первые периоды после введения системы на розничном уровне будет достаточно большое количество таких возвратов, да, потому что выяснять, что же, где что неправильно случилось, но это достаточно затратно, опять же, по времени для аптеки будет. Поэтому в этой ситуации рекомендация, конечно, для аптечных сетей выбирать проверенных и твердо стоящих на ногах поставщиков, да, то есть это абсолютно очевидно в этой ситуации. Ну, конечно же, у розницы еще могут возникнуть те же самые уже упомянутые мной дополнительные операции, дополнительные головные боли, связанные с выбраковкой, вот, в принципе, с фактами возврата самого. Отзыв, да? Отзыв, да. То есть, но это все рабочая ситуация. Еще возвращаясь, опять же, по сути, к вопросу, могу сказать, что все решаемо, то есть не надо этого бояться. Ну вот реально то, о чем стоит задуматься, я уже подчеркнул, да, то есть прежде всего о том, как будет управляться горизонтальное перемещение для обеспечения бездефектурности. Есть несколько подходов, можно еще вполне выбрать его, из этих подходов один из работающих. Плюс вот вторая проблема потенциальная купируется очень серьезно выбором все-таки нормальных, доказавших, опять же, свое имя поставщиков. Андрей, а вот в этой связи интересно еще один вопрос, который касается фармацевтического ритейла именно и поставщиков
как логистических операторов, так и производителей, это та тема, которая обсуждается и воплощается в жизнь очень активно, ну, как минимум последние 2-3 года. Это прямые договора поставок от производителей к розничным сетям с помощью логистических операторов или каким-либо иным способом. Вот ваше ощущение, ваш прогноз в связи с внедрением системы мониторинга движения лекарственных препаратов в России, и розницу это уже коснется в ближайшее время, можно сказать, что 2020 год начнется именно с этого замечательного момента, когда вдруг все обнаружат, что нужно в этой системе участвовать. Ваше ощущение количества и объемы поставляемой продукции по прямым договорам между аптечной сетью и производителем будет расти, падать, свернется или как-то модифицируется? У нас есть не просто ощущение, то есть у нас есть совершенно четкая видимая тенденция, которую мы наблюдаем с прошлого года уже, а в этом году это имеет характер серьезного нарастания. То есть мы имеем ряд прямых запросов от производителей, связанных с возможностью прямого обслуживания, опять же, розницы через логистического оператора. Я знаю, я, к сожалению, не могу озвучить имена, я не авторизован для этого, но некоторые производители, это серьезные, опять же, имена, они на самом деле на уровне, опять же, глобальных согласований проводят сейчас изменения в коммерческой политике достаточно стратегического характера, связанные с возможностью прямой работы с розничными сетями, с фарма-ритейлом. По вполне понятным причинам. Почему? Потому что, как-то ни странно, введение системы мониторинга, оно на самом деле служит акселератором этого процесса. И, значит, самые проницательные и опытные производители это понимают уже. В чем эта логическая связь? Логическая связь состоит в том, что производители, то, чем они не совсем довольны были, а это именно непрозрачность вот этой товаропроводящей сети, она останется в прошлом. Значит, как бы мы ни говорили сейчас и не спорили на предмет того, насколько возможен будет доступ производителя, на чем это будет базироваться, чтобы мы об этом не говорили, но представьте себе, там в ближайшем историческом будущем, уже в следующем году, случится реальный факт, что где-то, неважно где, будет лежать вот эта информация, и она будет абсолютно адекватной, и она будет абсолютно доказуемо валидированной, связанной с путем и со всеми деталями вообще трансформации и коммерческих условий, и трансформации самой упаковки от, опять же, старта, ввода в оборот до факта продажи. Чудес не бывает, то есть эта информация в той или иной степени будет доступна. Да? То есть в условиях консолидационного процесса розницы плюс вот эта прозрачность, то есть это абсолютно логично даст толчок развитию прямых отношений, потому что все барьеры будут сняты. То есть если говорить даже о финансовых рисках, если у вас есть прозрачные почти онлайн представления о том, что творится на полке, да, то есть вот эти вот финансовые риски в целом, они на 2 уровня ниже становятся. Вы можете управлять процессом практически в онлайн-режиме. Поэтому, еще раз хочу сказать, это не просто наше ощущение, вот это факт. То есть мы на самом деле видим это, поскольку достаточно тесно общаемся с большим, широким кругом производителей, и мы имеем сейчас запросы на подобного рода сервис, и уже с прошлого года мы в этом направлении достаточно серьезно развиваемся. То есть
Стараемся следовать, опять же, запросам наших клиентов, основных клиентов. Ну, то есть можно сказать, что привлекательность такого рода бизнеса или прямых взаимоотношений будет расти, а риски, как вы сказали, с появлением информации будут снижаться. Существенно снижаться. Ну, я думаю, что это позитивная новость как для фармпроизводителей, так и для фармацевтических ритейлеров. И тем, и другим хотелось бы сказать, что несмотря на то, что процесс и организация мониторинга за движением лекарственных препаратов, конечно, это дополнительная нагрузка на всех, но, с другой стороны, очень важно понимать, знать, и хорошо, что у нас такая ситуация есть, что есть звенья, есть ключевые игроки в этом процессе, которые знают и понимают, как это работает, и готовы, собственно говоря, привнести свою лепту в скорейший запуск и эффективное функционирование данной системы. И, как мне кажется, компания Santens в этом направлении находится в достаточно продвинутом этапе. Да, Герман, спасибо. Я просто хотел отметить, что мы живем в безумно интересное время и в безумно интересном месте. Да. Почему? Потому что то, что будет твориться в фарминдустрии в ближайшие пару лет, по большому счету аналогов и в мире не имеет, потому что это не просто прозрачность, это степень прозрачности, которая нигде никогда до этого, возможно, не была. То есть и это предмет, наверное, отдельного большого, далеко не монолога, обсуждения, и чрезвычайно важно, что сам процесс перестройки ожидает всех участников рынка, но в чем я уверен и в чем мы уверены, то, что выиграет в результате конечный потребитель. Почему? Потому что это приведет к более честной, справедливой и быстрой конкуренции на всех уровнях. Ну, мы тоже так думаем. Ну, а нам остается попрощаться и напомнить, что это была передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И в гостях у нас был генеральный директор группы компании Santens Андрей Осипов. Спасибо большое. Спасибо. И Елена Калиновская, ведущая обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз. Успехов, всего хорошего.